Франция отправит свои войска в Украину, штурм Часова Яра и того, что от него осталось, а также Польша, которая штурмует границу с Россией и Белоруссией. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Российскую армию обвиняют в использовании химического оружия не впервые в Украине, но впервые на таком уровне. Всегда, когда газовое оружие используется, оно существует для того, чтобы порвать оборону. То есть это, как говорится, оружие последней надежды. Некому смотреть за Кимом. Комиссия, которая должна следить за нераспространением ядерного оружия в Северной Корее, распущена. В течение последних 15 лет группа предоставляла объективные всесторонние отчеты и анализ выполнения санкций ООН в отношении КНДР. Спикер Госдумы наконец-то объясняет, почему Россия выходит из парламентской ассамблеи Совета Европы. Послы стали формировать из разного рода лиц нетрадиционной ориентации. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете поддержать нашу работу. Ну а мы пока начнем с новостями. Франция отправит свои войска в Украину, если россияне прорвут оборону, и Украина обратится за помощью сама. Стратегическая цель президента Франции – не дать России победить. Франция является страной, которая осуществляла военные интервенции, в том числе в последнее время. Мы развернули несколько тысяч военных в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог представлять нам угрозу. Мы сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины, чего сегодня нет, мы должны легитимно задать себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори, не изучить уроки последних 2 лет. К тому же Макрон говорит, что если Путин будет побеждать, то подобные вопросы ставить себе придется и другим государствам. В сети появились снимки аэродрома в Джанкое после обстрела. Сам удар был нанесен 30 апреля. Спутник зафиксировал состояние дел на аэродроме на 27 апреля и 1 мая. На снимках видно результативность работы артиллерии. Видно один уничтоженный комплекс ПВО, а другие установки, которые есть на снимке за 27 апреля, перемещены в другое место. Оккупанты подобрались к Часову Яру. Бои ведутся уже на границе города. Об этом говорит начальник Часовоярской городской военной администрации. Он же говорит, что в городе остаются еще 682 гражданских. Но ситуация в Часовом Яре критическая. Вот как город выглядит уже сейчас. Он практически разрушен. Противник в целом очень и очень интенсивно проводит ударно-штурмовые действия. Почему? Противник понимает, что у нас были определенные проблемы, которые касались количества боеприпасов, которые есть в сил обороны, огневых средств, противовоздушных средств и боеприпасов к ним в том числе. Соответственно, противник также понимает, что сейчас было принято решение Соединенных Штатов Америки о выделении военной помощи. И как следствие максимальная концентрация боеприпасов, огневых средств и других вещей, необходимых для обороны, на передней линии они будут ориентировочно через месяц. Мы получаем определенное количество средств уже сейчас, но максимально будет через месяц-полтора. Соответственно, это окно возможности для противника проводить максимально активные ударно-штурмовые действия, потому что после получения этой военной помощи противник четко понимает, что он не сможет с такой интенсивностью проводить ударно-штурмовые действия, у него будет намного больше потери, и тактичную инициативу на поле боя силы обороны, я уверен в том, что заберут полностью себе. Россияне принялись штурмовать подходы к линии укреплений Часова Яра, как пишут телеграм-каналы, выполняя задачу взять населенный пункт к 9 мая. Официального подтверждения этой информации, такого приказа пока нет. Агентство Associated Press пишут со ссылкой на украинских военных, что отступать небезопасно и подготовленных позиций для отступления из Часова Яра недостаточно. Необходимо увеличить темпы строительства укреплений, чтобы при отступлении мы отходили на подготовленную позицию. Этих укреплений недостаточно. Авторы публикации пишут, что Россия продолжает использовать преимущество в количестве людей и артиллерии, но когда прибудет американская помощь, все должно измениться.
Российскую армию обвиняют в использовании химического оружия в Украине. В заявлении Госдепартамента идет речь об использовании оккупантами хлорпикрина, вещества, которым советская армия травила восставших на Тамбовщине и афганских маджахедов, как пишет «Можем объяснить». Всегда, когда газовое оружие используется, оно существует для того, чтобы порвать оборону. То есть это, как говорится, оружие последней надежды. Он впервые использовался во время Первой мировой войны, входит в конвенцию по запрещению химического оружия и, скажем так, в ограниченных, скажем так, концентрациях может использоваться в сельском хозяйстве. То есть раздражающее действие, не сильно, не такое смертельное, как, скажем, другие отравляющие вещества, но в то же время весьма неприятное вещество, которое используется как раз как любое химическое оружие, любое оружие массового поражения, оно используется в тех случаях, когда противник не в состоянии другими средствами порвать оборону, и ему нужно продвинуться вперед. The Telegraph писал, что россияне сбрасывают с дронов гранаты со слезоточивым газом. Применение слезоточивого газа при ведении боевых действий тоже запрещено Женевским протоколом. Да и не впервые Россия использует химическое оружие в Украине и в других своих конфликтах. Экспертная группа ООН, которая 15 лет занималась проверкой соблюдения Северной Кореей резолюции Совета Безопасности о нераспространении оружия массового поражения, распущена из-за того, что Россия наложила вето на резолюцию о продлении ее мандата. Группа занималась рассмотрением режима санкций, введенных против Северной Кореи, за нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, которые направлены на предотвращение разработки КНДР ядерного оружия и баллистических технологий. Россия неоднократно обвинялась в ООН в приобретении оружия у Северной Кореи для использования его в войне против Украины. Видимо, правила наложения вето в Совете Безопасности ООН стоит все-таки пересмотреть. В течение последних 15 лет группа предоставляла объективные, всесторонние отчеты и анализ выполнения санкций ООН в отношении КНДР. Мы хотели бы поблагодарить группу экспертов за их действия в поддержку усилий Совета по нераспространению ядерного оружия. Эта работа должна была продолжаться. На самом деле, эта работа важна как никогда. Однако 28 марта Российская Федерация наложила вето на резолюцию, которая продлила бы мандат группы. Использование права вето в данном случае лишило государства-члены ООН жизненно важной информации и руководства для реализации мер, принятых Советом и контролируемых Комитетом 1718. Ликвидация группы подорвала работу Совета и усложнила для членов ООН выполнение обязательных резолюций Совета Безопасности. Эти резолюции касаются угрозы, которую представляет КНДР в виде незаконных баллистических ракетных программ, которые ставят под угрозу международный мир и безопасность и подвергают риску глобальный режим нераспространения ядерного оружия. Польша собирает войска на границе с Россией, правда, для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. В рамках этих учений задумано осуществить массовую переброску военной техники на север страны, особенно близко к границам с Калининградской областью России. Можно назвать это отработкой штурма Калининграда. И такая тенденция не могла не зацепить Беларусь. И полет мысли так называемого министра обороны это никак не сдерживает, как и его работников идеологической службы. Кроме контрактов о закупке корейских танков, массовой закупки «Хаймерсов», Польша закупает более 300 противорадиолокационных ракет. Это наступательное вооружение предназначено исключительно для поражения объектов на территории других государств. Кроме того, контракты на закупку более 120 инженерных машин, танковых мотоукладчиков являются свидетельством подготовки наступательных действий. Кто еще сомневается в намерениях Польши? В целом, Польша так и хочет захватить Беларусь или Калининградскую область, пока не решили. Спикер Госдумы наконец-то объяснил, почему Россия выходит из парламентской ассамблеи Совета Европы. Кроме того, что организация уже давно ничего не решает, как говорит Вячеслав Володин, есть еще один очень важный момент.
И мы ведь не случайно вышли из ПАСЕ. ПАСЕ стали формировать из разного рода лиц нетрадиционной ориентации, причем заставляя парламенты разных стран делегировать в ПАСЕ именно представителей разных вот этих групп, трансгендеров и так далее. И это уже о многом говорит. Причем они не смотрят, там, допустим, большинство у этой фракции или у другой. Они выборочно, в обязательном порядке требуют, чтобы были представлены именно лица нетрадиционной ориентации. В целом несут вред обществу подобные организации, говорит Володин, не то что Госдума. Друзья, я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку, потому что без нее мы бы не смогли, наверное, снимать новые видео, потому что YouTube практически не монетизирует наши продукты и, такие правила у этой платформы. Поэтому как присоединиться к клубу наших спонсоров, как можно отправить нам свой донат и как можно отправить нам свое супер спасибо и тем самым поддержать нашу работу, вы видите на экране. Ну а я еще раз напомню, что можно ставить лайки, можно оставлять комментарии, можно делать репосты наших видео и можно подписываться на каналы. Это тоже поддерживает нашу работу. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.